Хотелось бы верить, что люди, которым мы доверяем свое здоровье, не имеют личного интереса в совершении дьявольских поступков. Но реальность не всегда такова. Бывали случаи, когда врачи и медсестры убивали своих пациентов намеренно. Привет, любители ужасов! Это канал Крик, меня зовут Александр, и сегодня мы отправимся в Тульскую область, в город Ясногорск, чтобы проверить хирургическое отделение на предмет паранормального. Больницу открыли в 1949 году. Сейчас же больницу перенесли в другое место. Совсем недалеко находится аптека. Она была открыта в 1962-м, и оба этих здания являются образцами сталинской архитектуры. В открытых источниках я обнаружил информацию, в которой вычитал, что местные жители жалуются на то, что в городе лечиться невозможно. Оборудование устарело, врачи не заинтересованы в пациентах. Записаться на прием нереально. Информации об этом месте на самом деле очень мало. Ну а про мифы и необъяснимые события и подавно. Но если подумать, то где, как не там, могли привязаться души умерших, которые не пережили операцию или вовсе не дотянули до нее. Приехав на локацию, мы поняли, что просто так в больницу не попасть. Ведь она была огорожена дополнительным забором. Мы поначалу решаем, что лучше спросить у охранника, можно ли нам поснимать материал, на что в ответ мы услышали: «Дождитесь завтра и спросите главврача». Такой вариант меня не устраивал, ведь ехать нам не ближний свет. Более того, это был бы второй случай, когда нам отказали бы в съемках. Сложив все плюсы и минусы, мы решаем незаметно пробраться внутрь. Просто пушка. Прям сюда ведет, да? В общем, мы пробрались на заброшку, в больницу, в которую нам, по идее, нельзя заходить. Тут никого. Никого, только собак привязаны. Ну да, замок закрыт. Думаешь? Я думаю, да. Там вот думаешь. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а вы, охраняете здесь или что? Мы хотели бы поснимать усадьбу, документацию снимаем. Как вы спросили, охраняю ли я здесь? Да. Нет. А не Я знаете? только надзираю. Надзираете? Да. Вот номер 1 фонарь, Ага. номер 2 фонарь. Ага, И номер 3, который не включен. ага. Вот туда, в среднюю дверь, вон он. А, выглянул. вот вижу. Ага. К Ага. нему. Спасибо большое. Спасибо. Здрасте. Мы хотели спросить у вас, я не снимаю, можно поснимать? Мы документальные, да, всякие снимаем заброшки. Ребят, время вы выбираете. Какое? Поздно? Ну, конечно, поздно. А вообще так, если вот... Ну, вообще приезжайте. Вообще-то это частная территория. Ну да, Ну, я мы понимаем, понимаю. мы пришли вот спросить. Спросить. Да. Приезжайте днем, не Да. вопрос.
Ангелами смерти из Лейнца были 4 медсестры, работавшие в больнице Лейнц в Вене, название которому «Голова ангела». Вальтраут Вагнер, Ирен Лейдольф, Мария Грубер и Стефания Майер. Они начали убивать в 1983 году, но, как и другие, утверждали, что убивали пациентов из жалости. Поскольку все их пациенты были старше 75 лет, убийства оставались незамеченными. Как только медсестры поняли, что им все сходит с рук, они начали убивать тех пациентов, которые им не нравились или лечение которых было слишком трудным. Когда их наконец поймали в 1991 году, они признались в убийстве 48 человек. Полиция считает, что жертв может быть намного больше, около 200. Возможно, их бы удалось поймать намного раньше, если больничный персонал более охотно участвовал в расследовании. Несмотря на то, что женщины признались во многих убийствах, они через некоторое время досрочно вышли из тюрьмы за хорошее поведение. Вагнер вышла на свободу в 2008 году, отсидев больше остальных, поскольку являлась главой преступной группировки. Мало того, что эти женщины были освобождены, что вызвало возмущение в Австрии, им еще и выдали новое удостоверение личности, чтобы они смогли начать новую жизнь. Здесь что ли пройти? Ну, пойдем. А? Ага, ну пойдем по дорожке. Пытаемся пробраться в больницу. Меня, наверное, ни хрена не видно. Пытаемся забраться в больницу, которая, по идее, нам нельзя заходить. Поймают нас или нет, остается пока что вопросом. Вот наша залазка. Не знаю, насколько я маленький. Так. Ну вот я и внутри. В общем, мы пробрались на заброшку. В больницу, в которую нам, по идее, нельзя заходить. Вот, но мы пробрались, не знаю, насколько долго у нас получится снимать, пока нас не спалят или не выгонят, или еще чего, поэтому не будем терять время. Погнали. Вот это, ё-моё, да. Смотрите, какая она офигенная. Тут еще можно провалиться, правда. Мы будем стараться этого не делать. Очуметь. Еще какие-то даже пережитки старого остались, типа раковина, раковина какая-то. Тут смотрите, какие-то больничные штучки. Слушай, здесь даже пахнет больницей до сих пор еще, да? Здесь такой запах. Помнишь, как в общаге лазили? Ну. Такой же запах. Ой, это как будто бы вешалка какая-то. Но здесь какая-то то ли кладовая, то ли что. Я не знаю. Смотри. Что там? Шаги. Смотрите, какой... Опа! Офигеть! Вот это офигеть! Хочешь прикол? И свет горит. Реально. Здесь есть электричество. А вот он, главный вход, походу. Здесь металл, трубы, наверное, может быть, боятся, что потырит это все. Да, это главный вход. Слушайте, вообще прикольно. Блять, как же здесь выглядит все круто.
Жалко, что нет времени, блядь, там окно. Нет времени поснимать подольше. То есть будем ходить максимально быстро. Посторонний вход запрещен. Это мы уже поняли. Так, ладно, пойдем туда до главного входа. Ну я... Охренеть. Просто посмотри, как это выглядит. Как же здесь офигенно и в то же время жутко. Офигеть. Офигеть вообще. Это, я так понимаю, ведет в другой корпус. Типа переход над землей. Я надеюсь, что наш свет бликует от окон. И кажется, как будто не свет здесь, а где-то еще. Это вообще просто. Так, это что у нас было? Перевязочные, ребята. О, нифига себе, вот это. Это, наверное, ни хрена. Тут лампа. Просто пиздец. Прожектор Пэрис Хилтон. Представляете? На секундочку хотя бы просто. Смотрите, тут записи еще есть какие-то. Офигеть. Охренеть. Стеклышки. Смотрите, какие тут помещения. Просто офигенно. Причем картины делали из упаковок самих конфет. То есть рамку делали, это как будто бы дно коробки. Верхнюю отрезали и делали как рамку. Охренеть. Так. Тут, видимо, палата была, я так понимаю. Какая-то. 6-я, наверное. А вот тут что там интересно? А тут ничего. Тут какой-то... Слушайте, здесь даже отопление, по-моему, работает. Здесь тепло. Здесь прям правда тепло. Сейчас вот тут. Все, я понял, где мы. Здесь тепло, прям чувствуешь? Собака спалила. Нас собака спалила. Ребят, здесь батареи теплые. Здесь в основном палаты. И ничего такого. Пусто. Я нашел кое-что интересное. Вопрос на засыпку. Как вы думаете, попрусь я на чердак или нет? Конечно же, попрусь. Ух, ебать. Стрёмно. Я, наверное, не буду
подниматься прям совсем. Но оглядеться очень не хочется. Вот, по сути, чердак, как и в усадьбах, на самом деле. Ничего тут интересного. Голубиные какашки и больше ничего. Поэтому нечего тут делать. Пойдем вниз. А тут у нас перевернули табличку. Слушай, она завязана. О, голуби. Голуби, они серут. И тут воняет говном. Здесь туалет был, походу. Давайте. Счастливо. Причем голубь обосрался, когда я увидел меня. Жанин Энн Джонс часто использовала миорелаксанты, чтобы тихо убивать своих жертв, но тогда, как большинство других, охотились на пожилых людей, чтобы не привлекать к себе внимания. Джонс выбирала в жертву исключительно младенцев. Джонс работала детской медсестрой в медицинском центре округа Бэйр в городе Сан-Антонио. В 1981 году другие медсестры заметили, что уровень младенческой смертности был чрезвычайно высок. Еще более примечательным было то, что дети умирали по причинам, совершенно не связанными с причиной их появления в больнице. Одна медсестра вспомнила о жертве, попавшей в больницу из-за ожогов, а умершей в итоге от дыхательной недостаточности. Так что медсестра по имени Шерил Пендеграф решила провести собственное расследование. Она взяла список детей, внезапно умерших по неожиданным причинам, и сравнила его с графиком работы медсестер. Она обнаружила, что все смерти произошли, когда Джонс была на работе, и большинство погибших были ее пациентами. В конечном счете прокуроры смогли обвинить Джонс только в одном убийстве, но подозревалось, что она убила 46 детей. Ее приговорили к 99 годам за убийство, к 60 годам за другой инцидент, в котором ребенок выжил. Так что Джонс может выйти на свободу только лишь в 2017 году, после 33 лет лишения свободы. У нас с собой есть датчик ЕМП. Я уж не знаю, он на людей у нас будет срабатывать или... Да ёшкин матрёшкин. Или на какую-то паранормальщину. Но работает он примерно вот так вот. То есть типа... Тут нет электричества. Короче, если что, он у нас запищит. Короче, вот это ночного видения камера. И мы сейчас на нее попробуем поснимать. Сами пока спустимся, может быть, вниз. Где тут у меня? Пошла. Пока камера там снимает, мы поставим еще одну камеру где-нибудь в другой местности и посмотрим. Может быть, что удастся запечатлеть. Так, камера пишет. Ну а мы пойдем типа дальше. Вот такая есть у нас еще штука. Это называется диктофон. Да, он, конечно, не кассетный, но я думаю, с этим у нас все получится. Ребята, готовимся к первому эксперименту. Вот он наш. Вот он наш диктофончик. Видите? Так, тест 1. Если здесь есть кто-нибудь, кроме нас,
О, это, видимо, остановилось. Надо заново еще раз нажимать. Если здесь кто-нибудь есть, дайте нам знак. Если здесь кто-нибудь есть, поговорите с нами. Духи этой больницы, дайте нам знак. Если здесь кто-нибудь есть, поговорите с нами. Духи этой больницы, дайте нам знак. Если здесь кто-нибудь есть, дайте знак. Если здесь кто-нибудь есть. Что-то здесь никого нет. В общем, что мы поняли? Что призраков здесь точно нет. И как бы и быть, наверное, не может. Но по сути очень интересное такое помещение. Не понимаю, почему его не реставрируют, хотя я понимаю, что сюда наверняка много денег надо бабахать, но он выглядит как, ну, почти жилой. То есть нет ощущения, что это как в усадьбах, которые там 400 лет назад были, и там видно, что оно сейчас обрушится и так далее. Здесь здание еще, ну, понятно, что требует ремонта, но оно еще живое. Оно прям живое. В некоторых комнатах даже тепло, что говорить. В общем, не знаю, что мы там могли записать или нет. Там мы попробуем сейчас эксперимент еще такой же наверху с микрофоном. ЕМПшка пока не пищит, поэтому пойдем наверх как раз забирать камеры. Я сейчас попробую вот здесь где-нибудь попробовать еще раз попризывать. Вот где-нибудь, где беспалевно. Наверное, здесь. Так. Здесь кто-нибудь есть? Если здесь есть какие-нибудь духи, дайте нам знак. Я пытаюсь с вами связаться через приемник. Скажите что-нибудь. Посмотрим. Здесь кто-нибудь есть? Если здесь есть какие-нибудь духи, дайте нам знак. Я пытаюсь с вами связаться через приемник. Скажите что-нибудь. Получается, что и здесь никого нет. Я не знаю, есть ли об этой больнице какие-то байки, потому что в интернете на самом деле информации очень мало. То есть, как обычно,
так скажем, построилась, кто ее владел. Ничего такого, что здесь кого-то там мучили или кто-то адски помирал или еще чего-то. Такой информации тупо нет. Пойдемте забирать камеры, потихоньку сворачиваться, так как в любом случае становится просто напряжно здесь находиться из-за того, что могут прийти за нами. Так, ну а ты что, у нас тут снимаешь или нет? Снимает. Вот такая вот у нас больница получилась. Здание оказалось не совсем большое. Даже не в том, что оно большое или нет, а в том, что, видимо, какие-то помещения, правда, закрыты двери на замок, что не пройти. Поэтому вот все, что осмотрели. Даже на чердак сходили. Вот. На паранормальность проверили. Поснимали. Надеюсь, что нас сейчас внизу не ждут, и мы не опиздюлимся. Сейчас у нас уже никто ничего не отберет, правильно же? Я надеюсь, вам это приключение понравится. Лишь мысль о том, что нас могли сейчас поймать, мешала сосредоточиться на основном задании. Хотелось бы поснимать в более спокойной обстановке и обойти это место более тщательнее, ведь оно и правда живое. И это я не про мистику. Из всех тех немногих мест, где я был, это место мне показалось более интересным. Как думаешь? Оставляй свои комментарии. Влепи этому видосику лайк, если тебе понравилось. Ну, или не ставь, если не понравилось. Также подписывайся на канал, ведь мы посетим еще не одно крутое место и проверим его на предмет паранормального. Но у меня на сегодня все. Увидимся с тобой совсем скоро. Это был канал Крик. Меня по-прежнему зовут Александр. И помни, страха нет. Он лишь в твоей голове.